Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Мария, и я делаю видео для тех, кто изучает русский язык. Если вы хотите, вы можете включить субтитры на русском, английском или французском языках в настройках к этому видео. Сегодня я хочу рассказать вам о своем летнем путешествии. Я успела посетить два города – Кемерово и Барнаул. Мое путешествие длилось всего 1 неделю, поэтому оно было очень насыщенным. Сегодня я хочу рассказать вам о Кемерово, о истории этого города, о угле, который занимает важную часть в его жизни, и о том, что я успела увидеть в этом городе за свой первый день путешествия. Кемерово – это город, который находится на юге Сибири. Он является центром федерального округа, который называется Кемеровская область. Также эта область имеет второе официальное название – Кузбасс. Это название происходит от Кузбасского угольного бассейна. По последней переписи, которая состоялась у нас совсем недавно, в городе Кемерово проживает 548 177 человек. По меркам России это довольно крупный город. Впервые поселение, находящееся на территории современного города Кемерово, было записано в 1701 году. В XIX веке на этой территории находилось уже несколько деревень, а городом Кемерово стал только в 1918 году, и по переписи 1922 года там проживало 22 тысячи человек. Только в 1980-х годах город достиг населения в 500 000, и с тех пор эта цифра почти не меняется. Как же город Кемерово стал одним из главных центров добычи угля в России? Еще давно, при Петре I, началось усиленное развитие промышленности, и по всей стране были посланы люди, которые должны были найти руду. Руда – это любой минерал, который можно найти в земле. Железо, золото, серебро, уголь. В 1721 году поступила заявка на открытие каменного угля Михаилом Волковым. Он нашел этот уголь совсем рядом с современным городом Кемерово. Но наше российское государство решило, что уголь нам не нужен, а в Англии они углем топятся, потому что у них леса нету, а у нас есть, так что зачем нам этот уголь нужен? И поэтому разработка началась спустя 1,5 века. И так только в конце 19 века государство вспомнило о залежнях угля в Кемеровской области. И только в 1907 году была открыта первая шахта. Изначально все эти шахты принадлежали императорской семье, затем было открыто акционерное общество, а когда к власти пришли большевики, то все шахты стали принадлежать государству. Советское правительство уделило большое внимание залежням угля на Кузбассе. Почему это произошло? Дело в том, что после подписания Брестского мира, которое означало, что Россия выходит из участия в Первой мировой войне, Россия теряла область Донбасс, который находился теперь в составе Украины, которая становилась независимым государством. Думаю, что сейчас эта область всем известна на сегодняшний момент. На Донбассе также находятся большие каменно-угольные залежни. К сожалению, изначально помешала гражданская война, но когда она закончилась, советское правительство поступило достаточно необычно, как мне кажется. Я была очень рада, что я узнала такую интересную историю. Дело в том, что в Кемерово была создана автономная индустриальная колония иностранных рабочих Кузбасс.
Она была создана в 1921 году и просуществовала до 1926 года. В Сибирь ехали американцы и европейцы, например, финны и голландцы, которые хотели построить новый коммунистический мир. Это потрясающая история, которую мне бы хотелось рассказать в отдельном видео, поэтому если она вам интересна, то подпишитесь. Ну и также я узнала ее только в конце своего путешествия, поэтому хронологически будет так правильно. В 1990 году шахта рядом с Кемерово была закрыта. Сейчас там находится музей-заповедник, который вы увидите, если вы на меня подпишетесь, в 5-м дне моего путешествия. Я ехала из города Красноярск, где я живу, в город Кемерово 10 часов на ночном автобусе. Я почти не спала, поэтому что я делала первую половину дня в городе Кемерово, я не помню. Наверное, я общалась со своей тетей, но во вторую половину дня мы пошли гулять по городу и пошли в музей, потому что я люблю музей. Музей в городе Кемерово мне очень понравился. Помимо того, что в Кемеровской области есть много угля, также там есть много разных минералов, камней, и их все можно было потрогать в музее. Были там такие, не очень, а были прямо потрясающие и очень-очень красивые переливающиеся камни. В этом музее я также сделала удивительное открытие. Я никогда не знала, что существуют окаменевшие деревья. Сначала я не поняла, что это такое за огромные куски камней, потому что там в музее везде были куски камней, маленькие и большие. Но когда я подняла глаза и прочитала, я поняла, что это окаменевшее дерево, и присмотрелась. И действительно поняла, что это дерево выглядит 100% как любое дерево, которое ты можешь видеть в лесу, любой пень. Но когда ты касаешься, ты чувствуешь, что это камень. Это удивительнейшее ощущение. То видео, которое я сняла в музее, к сожалению, не очень хорошо передает, что это такое, потому что там был своеобразный свет, и очень трудно было снимать на камеру. Но в другом месте я также нашла это дерево и сняла уже подробнее. Что же это за окаменевшие деревья? Дело в том, что на территории Кемерово, так же как и территории Сибири, были джунгли 260 миллионов лет назад. И эти стволы деревьев – это стволы дерева кордаит. Деревья считаются предками современных хвойных растений. И так как зелени было очень много, то те бактерии, насекомые, грибы, которые перерабатывают отмершие части, просто не справлялись с такой массой. Так как это все не успевало гнить, то постепенно оно оказывалось погребено под землей и водой. А гниение не происходило из-за отсутствия воздуха. То есть эти стволы деревьев оказались зафиксированы под землей или водой. Что же происходило с этими стволами деревьев? Постепенно они пропитывались минеральными соединениями, которые находились в воде. Со временем, так как это было миллионы лет назад, вся органика все-таки распалась. Но эти минеральные соединения в точности зафиксировали этот скелет древнего ископаемого дерева. И теперь у нас есть вот такие замечательные окаменевшие деревья, которые выглядят 100% как настоящее дерево, но при этом это камень. Также в музее можно увидеть скелеты динозавров, которые были найдены на территории Кемерово. И вот это пситокозавр сибирский, который, очевидно, обитал только в Сибири и питался
вкусной зеленью, которая здесь росла. Также там были, конечно же, части скелета мамонта, бивни, зубы. Если кто не знает, на территории Сибири после того, как джунгли уже исчезли, остались огромные зеленые пастбища, и здесь ходили толпы мамонтов. Они здесь очень хорошо жили, пока не вымерли. Ну, на этом все. Спасибо, что были со мной и посмотрели это видео. Если вы хотите практиковать русский со мной и узнавать о истории Сибири и истории России, то я буду очень рада, если вы подпишетесь на мой канал. Ну а теперь пока. Если кто хочет узнать, сколько я писала это видео, 44 минуты. Киса пришла. Если вы хотите практиковать свой русский, что я там сказала?